Будущее время – одна из самых сложных тем грамматики хорватского языка. Уже хотя бы потому, что их два. Почему оно такое странное? Как его использовать? И главное, как все это запомнить? Посмотрите это видео до конца, и мы ответим на все эти вопросы. Когда я только начинала учить хорватский язык, мне тяжело давалось будущее время. Оно мне казалось очень странным и непонятным. Ни в одном славянском языке, который я учила до этого, ни в словацком, ни в чешском, ни даже в словенском ничего подобного не было. Потом я вообще узнала, что в хорватском языке даже два будущих времени. Я тогда подумала, хорваты, конечно, выпендрились. Зачем им два будущих времени? Можно же одним все сказать. Но хорваты специально, конечно же, не выпендривались, наоборот. Оказалось, что хорватское время даже ближе к истокам. И тогда я хорватский язык зауважала. Думаю, ладно, раз хорватский язык сохранил старое славянское будущее время, тогда хорваты молодцы. Но давайте с вами посмотрим на это страшное будущее время. Как оно образуется? Начнем мы с первого будущего времени. Оно используется чаще всего. Практически во всех случаях, кроме тех случаев, когда используется второе будущее время. Но о нем мы поговорим позже. Итак, первое будущее время. Состоит оно из краткой формы вспомогательного глагола «хтиети», то есть «хотеть», который показывает, что это именно будущее время, а не какое-то другое. И инфинитива смыслового глагола. То есть глагола, который несет в себе основное значение. Давайте посмотрим на примере, как глаголы в будущем времени изменяются. Инфинитив изменяться не будет, изменяется только вспомогательный глагол. Возьмем глагол «радити», означает «делать» или «работать». В будущем времени он будет изменяться так. «Я ću raditi», то есть «я буду делать», «ти ćeš raditi», «ты будешь делать». Он, она, оно će raditi, то есть он, она, оно будет делать. Mi ćemo raditi, мы будем делать. Vi ćete raditi, вы будете делать. И oni, one, ona će raditi, они будут делать. То есть здесь нам нужно запомнить только, как изменяется вспомогательный глагол. При этом нужно запомнить, куда в предложении поставить это ću, će и так далее. Оставить его нужно на второе место. То есть, если предложение начинается с местоимения «я ću raditi», оно будет первым. То есть, местоимение будет первым. А за ним вспомогательный глагол. Но то же самое предложение можно сказать без местоимения. «Radit ću». Тогда инфинитив смыслового глагола будет на первом месте, а вспомогательный глагол будет на втором месте. При этом у инфинитива сократится окончание, если глагол оканчивается на «ти». То есть глагол «радити» превратится в глагол «радит». «Радит ću». Если о местоимениях нужно рассказать подробнее, как использовать, какие у них есть особенности, то напишите в комментариях. Давайте посмотрим еще на другие примеры. «Я ću jesti рыбу». «Я буду есть рыбу». Или «есть ću рыбу». То есть первое предложение у нас с местоимением, местоимение на первом месте, вспомогательный глагол на втором месте, а второе предложение у нас без местоимения, и тогда инфинитив, укороченный, краткая форма инфинитива будет на первом месте, а вспомогательный глагол останется также на втором. Есть ću рыбу. Ти ćeš doći u 9. Ты придешь в 9. На первом месте местоимение «ти», потом вспомогательный глагол ćeš doći u 9. Или doći, на первом месте инфинитив, потом вспомогательный глагол doći ćeš u 9. Он će kupiti kruh. Он купит хлеб. Или же купит će kruh. Mi ćemo gledati utakmicu. Мы будем смотреть матч. Или gledat ćemo utakmicu. Vi ćete sjediti u kafiću. Вы будете сидеть в кафе. Или же sjedit ćete u kafiću. Родители će putovati na Rab. Родители поедут на Rab. Или путовать će на Rab. Они
поедут на раб. Но подождите. В русском языке у нас есть будущее время совершенного вида. Я что сделаю, приду. И несовершенного вида. Я буду идти. А как это сказать по-хорватски? Отличный вопрос. Дело в том, что в хорватском языке совершенный вид есть. Но у него нет функции обозначения будущего времени, как в русском. Чтобы образовать глагол совершенного вида в будущем времени, нужно просто использовать инфинитив совершенного вида глагола. Посмотрите на примеры. Я ću ići. Я буду идти. Это несовершенный вид. И я ću doći. Я что сделаю? Приду. Ti ćeš raditi. Ты будешь делать. Несовершенный вид. И ti ćeš napraviti. Ты сделаешь. Совершенный вид. Ona će gledati. Она будет смотреть. И ona će pogledati. Она что сделает? Посмотрит. Mi ćemo piti. Мы будем пить. И mi ćemo popiti. Мы выпьем. Vi ćete jesti. Вы будете есть. И vi ćete pojesti. Вы съедите. Oni će zvati. Они будут звонить. И oni će pozvati. Они позвонят. Если вы хотите, чтобы я записала видео о совершенном и несовершенном видах глагола в хорватском языке, то дайте об этом знать в комментариях. Кстати, о комментариях. Я вчера перечитывала ваши комментарии под своими видео, и мне было очень приятно их читать. Вы даже не представляете, как ваши теплые слова мотивируют меня на создание видео по хорватскому. Так что мотивируйте меня своими комментариями. А еще вы можете мотивировать нас на Patreon или PayPal. И ссылки на них вы найдете в описании. И пометьте там, что это на хорватский язык, чтобы я знала, каких видео больше надо снимать. Ну, это все, конечно, хорошо, но что если я хочу задать вопрос? Ты будешь работать? Как мне это сделать? Да, давайте теперь поговорим о том, как задать вопрос в будущем времени и как сделать отрицание. Здесь тоже есть свои нюансы. Для вопроса используется не краткая форма вспомогательного глагола, а полная. И ставится она на первое место. И также добавляется вопросительная частица ли. Например, хочу ли радити? Я буду работать. Хочешь ли гледати? Хочешь ли гледати утакмицу? Будешь смотреть матч? Хочешь ли купить воду? Он или она купит воду. Хочемо ли скияти? Мы будем кататься на лыжах. Хочете ли лечь касно? Вы ляжете поздно. Хочете ли бити сретни? Они будут счастливы. А как же сделать отрицание? Ну, это уже не так тяжело. Нужно просто добавить «не» к краткой форме вспомогательного глагола. Например, «Neću raditi». Я не буду работать. Nećeš doći. Ты не придешь. Ona neće biti zadovoljna. Она не будет довольна. Mi nećemo ići u rijeku. Мы не поедем в реку. Nećete jesti rakove. Вы не будете есть раков. Oni neće slaviti rođendan. Они не будут отмечать день рождения. Ну вот, добрались до конца первого будущего времени. Но это еще не все. У нас же есть еще второе будущее время. Это еще что такое? И коротко его можно назвать предбудущее. То есть то, которое происходит перед будущим. Или же параллельно с ним. Я вас удивлю, но в русском языке это время тоже есть. Просто мы его никак особенно не обозначаем. Давайте я вам покажу на примере. Посмотрите внимательно на это предложение. Когда я получу зарплату, я поеду в отпуск. Что здесь происходит сначала, а что потом? Сначала вы получите зарплату, а потом поедете в отпуск. Так вот, получение зарплаты и будет происходить, скажем так, в предбудущем времени. И здесь нам будут помогать
союзы «кад» – «когда», «ако» – «если» и «док» – «в то время как». Когда вы захотите составить предложение с этими союзами, то оно должно будет содержать второе будущее время. А как образуется второе будущее время? А образуется оно очень даже логично. Так как это будущее, которое как бы происходит в прошлом, то оно строится из будущего и прошедшего времени. То есть из глагола «бити» в будущем времени и смыслового глагола в прошедшем времени. Посмотрите на примеры. Я будем радио или радила. Ты будешь радио или радила. Он будет радио. Она будет радила. Оно будет радило. Мы будем радили или радили. Ви будете радили или радили. Они будут радили. Оне буду радили. Она буду радила. Как это выглядит в предложении? Ако будем тренировать, бичу у доброй форме. Если я буду тренироваться, союз «ако» указывает на то, что это второе будущее, то есть предбудущее время. Я буду в хорошей форме. В хорошей форме мы будем только после того, как будем тренироваться, а не наоборот. Kad будешь могao, назвать чешме. Когда сможешь, позвони мне. Сначала ты освободишься, сможешь, а потом мне позвонишь, а не наоборот. Doći će k meni kada bude imao vremena. Он придет ко мне, когда у него будет время. Сначала у него появится время, и здесь будет второе будущее, а потом он придет ко мне, и здесь будет первое будущее. Ако ви не будете išli с nama, mi ćemo ići sami. Если вы не пойдете с нами, то мы пойдем сами. Dok budu putovali, bit će sretni. Когда они будут путешествовать, они будут счастливы. В общем, самое важное, что здесь нужно запомнить, чтобы не запутаться, это то, что с союзами «ако», «кад» и «док» используется второе будущее время. Но это же просто взрыв мозга! Как все это запомнить? И вот мы добрались до главного вопроса. Как все это запомнить? Да, на первый взгляд это все кажется невероятно сложным. И это абсолютно нормальное ощущение. Я с таким ощущением тоже жила некоторое время. Конечно, если вы один раз посмотрели это видео, то в голове будет каша. Посмотрите видео несколько раз или еще лучше законспектируйте, чтобы все для себя разложить по полочкам. Вообще, второе будущее время обычно не изучают на начальных стадиях. Эта тема скорее для продолжающих, а не для начинающих. Поэтому попробуйте освоить сначала первое будущее. И когда вы доведете его до автоматизма, можете начать осваивать второе будущее время. К сожалению, я не могу вам дать волшебной таблетки, чтобы в одно мгновение все запомнить. Вообще, чтобы запомнить какое-то грамматическое правило или лексику тоже нужно просто практиковаться. Чем больше раз вы используете в своей речи будущее время, тем быстрее оно запомнится. Как говорится, повторение – мать учения. Составьте, например, 100 предложений на один и на другой тип будущего времени. Ну ладно, 100 это я загнула, хотя бы по 50 предложений. Или поделайте какие-нибудь грамматические упражнения на эту тему. Если хотите, чтобы я вам сделала подборку, видеоподборку упражнений по будущему времени, то дайте знать в комментариях. И вообще, знаете, я вам открою один секрет. Многие хорваты не используют будущее время правильно. Они обычно используют либо первый тип, либо второй. А вместе их использовать это уже для избранных. И это мы можем обернуть в свою пользу. Если уж сами хорваты не всегда говорят правильно, то значит нам сделать ошибку и еще как простительно. Ее, может, даже вообще никто и не заметит. Так что не бойтесь покорять вершины будущего времени.
Падения неизбежны, но пусть они вас не страшат. Если что-то осталось непонятным, то задавайте свои вопросы в комментариях. И не забывайте одаривать это видео своими пальцами вверх. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по хорватскому языку. До встречи в следующих выпусках. Ну все, будущее время выучила, пойду блистать. Пусть все обалдеют от моего хорватского.